Здравствуйте, наши дорогие коллеги! Вы смотрите канал «Давай запишем», с вами Александр. Сегодня вашему вниманию битва двух популярных зенхайзеров Е935 и Е945. Начинаем. Итак, микрофоны действительно очень популярны среди многих музыкантов. Но за исключением, пожалуй, тех, кто отдает пожизненное и принципиальное предпочтение, к примеру, шурикам. Кстати, 58-й сегодня тоже с нами, и он позже обязательно поучаствует в сравнительном демо, чтобы создать некий контраст. Ну а теперь о наших главных действующих персонажах. Первое, что сразу отмечается при желании купить тот или иной, это разница в пару тысяч рублей. Давайте разберемся, за что мы переплачиваем. Первое. Это более широкий диапазон частот. У 935 он от 40 до 16 тысяч, у 945 от 40 до 18 тысяч Гц. Второе – это разница в диаграммах. 935 кардиоидный, его оппонент суперкардиоидный. По размерам 945 отличается буквально какими-то миллиметрами в плюс, а 935 имеет чуть большую чувствительность. Все остальное у них абсолютно одинаковое. Это сопротивление в 350 Ом, прочный металлический корпус, защита капсуля от вибраций, шумокомпенсирующая катушка и, наконец, чехол и микрофонный держатель есть в комплекте у обоих. Что ж, теория это хорошо, но практика все-таки лучше. Давайте переходить к тестовой части и для начала просто послушаем эти микрофоны на обыкновенной речи и на одинаковом уровне громкости. Компания была основана в 1945 году Фрицем Зенхайзером и еще несколькими инженерами из Ганноверского университета, изначально под названием Labor V, что является сокращением от немецкого «лаборатория» в Вене-Бостеле. В первое время компания занималась изготовлением ламповых вольтметров. Labor V начала производить микрофоны в 1946 году, название первого DM1. В 1955 году штат компании состоял из 250 сотрудников, предприятие наладило производство разнообразных товаров, имеющих отношение к звуку, геофизическую аппаратуру, первый микрофон с функцией подавления шума DM4, микрофонных трансформаторов, микшерных пультов, миниатюрных магнитных наушников и так далее. Labor V была переименована в Sennheiser Electronic в 1958 году и через 10 лет выпустила первые в мире открытые наушники Sennheiser HD414. Успех этой модели послужил мощным толчком для дальнейшего роста продаж и штата сотрудников Sennheiser. Друзья, напишите нам, что вы услышали и была ли разница в звучании этих двух микрофонов. Ну а вторым номером нашей тестовой части будет эксперимент с обратной связью. Сейчас я найду опасный уровень громкости и посмотрим на реакцию каждого микрофона. В итоге мы с вами смогли услышать, что суперкардиоида меньше боится обратной связи, чем кардиоида. А теперь давайте поиграем с направленностями. Итак, динамический Sennheiser E935. Направленность кардиоида, частотный диапазон от 40 до 16 тысяч Гц, сопротивление 350 Ом, цена микрофона в районе 14 тысяч рублей. Теперь динамический Sennheiser E945. Диаграмма направленности суперкардиоида, диапазон частот от 40 до 18 тысяч Гц, сопротивление 350 Ом, цена микрофона порядка 16 тысяч рублей. Согласитесь, очень заметно, как здорово отрабатывает суперкардиоида. Все, что мимо оси, читается едва.
Кардиоиды в этом плане прожорливее и поэтому снимает сигналы вокруг несколько активнее. Ну и раз эти микрофоны в первую очередь называются вокальными, переходим к тесту вокальному. А вот что вам понравилось или не очень, и вообще, что удалось услышать и понять, давайте узнаем из ваших комментариев. Пишите, друзья, делитесь впечатлениями и оставайтесь с нами. Это канал «Давай запишем». До новой встречи. С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятится. Мы были нигде, плавали в мутной воде, различимы едва в обстоятельствах. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих, это мне не нравится. И тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер. С понедельника по пятницу колеса крутятся, машины катятся. Ты где-то там за бортом рулила своим кораблем, который так быстро в свой порт отправляется. Я бы не увидел тебя среди миллионов прохожих, это мне не нравится. И тебе не нравится тоже. Я бы не заметил тебя и прошел бы мимо при встрече, если бы не пятница. Если бы не пятница вечер. Если бы не пятница вечер. Идиот. Пятница вечер. Мышку ищу. Это какой-то микрофон неправильный.